Всем привет, друзья! Привет! Вы на каналах «Каждому свое» и «Будни путешественника». Сегодня мы наконец собрались вместе, втроем, впервые за долгое время. И сейчас в данный момент направляемся к землянке у реки, где мы не были где-то с полгода. Да, ровно полгода. Сейчас конец мая. Идем по лесу, потому что берег весь затоплен. По нему, как осенью, не пройти. Идем мы очень тяжело и сложный путь у нас. Но нам осталось немножко. Мы дойдем обязательно. У нас запланировано определенное количество работы на месте. Но обо всем подробно расскажем. Приготовим вкусняшки, весело проведем время, попаримся в бане, искупаемся в этой чудесной реке. Оставайтесь с нами. Погнали, погнали! Наконец-то мы добрались до этого уникального места, которое стало поистине легендарным уже для всех зрителей Ютуба. Вот. Мы шли где-то около 2 часов, наверное, по лесу, по оврагам. Это, конечно, было приключение то еще. Но обошлось все хорошо, мы наконец добрались. Сейчас располагаемся. Наверное, будем пить чай и заниматься делами. Да, и в первую очередь, конечно же, хочется залезть сразу же в реку, искупаться, потому что путь был долгий, как Коля сказал. Все просто уже мокрые, грязные. По пути нам встречались и всякие холмы, и спуски, и муравьи, и комары. Что только не было. Да. Если сравнить сегодняшний путь с тем, когда мы были первый раз, мы были осенью, по-моему, в октябре, да, Коль? Да, 15-го как раз. То, конечно, в разы тяжелее сегодня, потому как весь берег затопило, и шли мы прямо по лесу. А в тот раз мы шли по песочку, по Золотому берегу просто, можно сказать. Еще заметили, что здесь лежат уже заготовленные дрова. И надо как бы зайти, почитать, кто был тут последний раз. Даже интересно. Да, видно, что люди ответственные были. Как мы пришли, сразу заметили, что баня открыта, чтобы там была какая-то вентиляция. Да. Под граблями убрали здесь немного, облагородили территорию. Прям стало как-то здесь почище, полянка такая. Хотим выразить благодарность тем людям, Да, которые были до нас здесь. Был, зайдя. Да. Нереальное количество комаров, конечно. Ага. Я не знаю, как мы будем спасаться. Спреями. Да. 24 градуса на улице. Красота. Ну это еще Погодка шепчет. будет еще теплее. Май был морозным у нас. А сейчас просто жара африканская по сравнению с этим. Ну что, давай вверх. Зайдем внутрь. Да. Теперь Чистый свет. Пил. Ну, как всегда, здесь чисто, убрано. Все на своих местах. Заметь, кстати, люди дрова накололи, оставили. Большое спасибо вам. Молодцы. люди. От души. Бензин, вот интересно, остался. Слушай, зря я тащил с собой 2,5 литра. Тут очень много. Ну ладно, и Масло израсходуем, есть. оставим другим немного. Да, слушай, ну тут все есть. Шкафчик, смотрю, новый здесь. В прошлый раз его здесь не было. Да, кстати. И здесь градусник, смотрю, тоже повесили. По-моему, его здесь
Раньше тоже не А было, он, да? по-моему, вот здесь висел. Наверху был. Да, вот здесь выше. А здесь внутри 15 градусов. А давай глянем, что там в этой штуке. Давай. Шутка какая не вылезет там в лицо. О, А, они сюда тетрадь посещений перенесли. так, а какой мне тетрадь читать? Давай со старой начни. Давай со старой. Кто в какую, интересно, записывает? О, нифига тут пауков. О. Так. В марте была. А, ну это Дмитрий из Пензы был. Вот моя предыдущая запись была. Да, это последняя запись, которая здесь была. Давайте посмотрим. Блин, прикольная, кстати, тетрадка такая. Выглядит как будто советская, старенькая, с марками. Винтаж. Да. Слушай, это покрасивее. Ух ты! Обалдеть, сколько там понаписали. Вот представьте, как круто здесь теперь записываться. Потом видео вставим все эти записи. Евгений и Антон, вот, скорее всего, приносили от них первая запись, 23 февраля. Слушай, это они были, получается, мы с Димой с канала «Унесен ногами» были 21 февраля, на мой день рождения мы здесь тортик кушали. Угу. А они были через 2 дня здесь, получается. Угу. Вот, люди природы здесь были. Дима, Андрей, привет большой вам. Да, и Виталий Тоган был со своей женой. Виталий, привет. Все, записи больше нету. 23 апреля последняя была запись. Больше месяца назад. Следующая наша будет Мгм. 29 мая. Пока Андрей тут у нас настраивает, заряжает нашу любимую пилу от фирмы Хутор, мы с Колей... Чем мы, Коль, с тобой занимаемся? Мы с ним собираемся сейчас искупаться в этой замечательной реке. Дорогие друзья, нирвана. Эйфория. Не, на самом деле вода это еще пока холодная, конечно. Тяжело заходить. Ну, мы сейчас погреемся в бане, а потом придем сюда, и будет хорошо. Ледник. Купальный сезон открыт. Что-то, блин, помаленьку, по сути. Привет, блогерам. Здорово. Мы уж думали, ты не приплывешь. Я искал место, но не нашел. В одном месте все затопило, в другом рыбаки сидят. Ну, нахуй палево. Че говоришь? В одном месте все затопило, в другом рыбаки сидят. Ой, здорово. Я решил, Юра. А, вы строишь, что ли? Да.
Вот первый раз было боязно, а 6-й раз уже как по маслу зашел. Просто прелестно. Сейчас еще в баньку сходим, потом еще купнемся. Кайф. Вот, дорогие друзья, вылезли сейчас из реки. Температура, как вы сами сейчас можете видеть в бане, 80... Сколько там, Коль? 83, 84, да? Угу. 84 градуса. Вот такая здесь внутри печка. На ней наложены вот такие большие камни. Баня здесь небольшая, скорее всего, на одного человека удобно. Ну и вдвоем здесь тоже, как видите, вполне комфортно попариться. Что мы и делаем с удовольствием. Надо поддать, попробовать. Помаши веслом. Он уплыл, но обещал вернуться. Но он вернется. Дело в том, что сидим мы такие, пьем чай, приплывает САП. И это наш подписчик Андрей из Тольятти, твой земляк. Да, мой земляк. И как выяснилось, Андрей с ним очень давно общается, Да. но заочно. И, кстати, что еще можно рассказать, что мы вот именно с Андреем следили за этой землянкой. Ну, как следили, следим. Вот. Мы сейчас много обсудили по этой землянке, что можно здесь доработать, что переделать. Вот. Поэтому вот впервые в жизни познакомились с Андреем. Андрей, привет. Привет, Андрей. Рады были знакомству очень. Хороший такой мужчина. Хороший САП у него. Надеюсь, еще встретимся. Сейчас занимаемся, значит, изготовлением досок. Притащили 3 бревна. Сейчас распиливаем их на доски, распускаем. И делаем новый стол. Потому что этот стол уже не выдерживает никакой критики абсолютно. Он весь покосился. То есть, если мы сядем за него ужинать, он уже не выдержит и упадет просто-напросто. Вот. Ну, до темна, я думаю, мы должны успеть. Сейчас снимаем старый стол, разбираем его и устанавливаем, значит, новый стол. Столбы под стол сделали, вкопали хорошенечко, присыпали еще мокрым песком из речки. Будем надеяться, что будет держать. Ну вот, ребятки, уже и вечер. Все работы на сегодня, наверное, завершили. Да. Новый стол сделали на улице. Гол! 3-0. Акрон забивает 3-й гол в гостях Уралу. Это Да. отрадные новости. Да, мы потому смотрим что- стыковые матчи
Да, потому что мы из Тольятти. Да, потому что я из Тольятти. Естественно, у нас единственный футбольный клуб. Ну, в области все болеют за Акрон, не только в вашем городе. Слушай, а тут за... А, мяч ушел. Не засчитали. Отбой. Ну что, давайте за Давайте. очередную встречу, Да, попьем чтобы чай. не последний раз. И тут... И с везде. вами, дорогие зрители. Так. Новый стол хорош, очень хорош. Он будет как нельзя кстати для этой чудесной землянки у реки. Остался его обжечь. Но это уже кому как больше нравится. Кто обожгет, кто лаком покроет. Или маслом. Ну как, Коль? Эйфория! А по-другому никак не сказать. Товарищи, нирвана. Солнце уже зашло давно, а мы все паримся и купаемся. В бане больше уже, чем 90, по-моему, да? 92 градуса мы сейчас сделали. Да. Больше уже не поддаем. Ну, будем, наверное, заканчивать уже Да. баню. Сейчас закончим с баней, поужинаем и будем готовиться ко сну. Да, то встали мы рано сегодня. Никто не выспался из нас. Надо восполнить силы, а то завтра нам добираться так же тяжело. Доброе утро всем. Время 9 час. Мы с Юрой проснулись. Некоторые штатские еще спят. Ночь прошла хорошо. Комары не одолевали. Спалось просто изумительно. Другому здесь и быть не может. Людей никого нет. Шума никакого нет. Даже ни одной лодки не проплывало. Сейчас пьем чай, завтракаем. На завтрак у нас яичница, которая уже благополучно была съедена нами. И на десерт у нас халва. Позавтракаем, будем потихонечку собираться домой. Потому что, как вы уже знаете, домой путь не близкий. Идти долго и тяжело по этим буеракам. А уходить совсем не хочется отсюда. Потому что погода располагает, природа располагает. Остаться бы здесь, конечно, на недельку вот так, дикарем. Отличная психологическая разгрузка. Сейчас пополняем запас дров, чтобы так же, как и мы, следующие гости после нас пришли, и им не пришлось заниматься этим и тратить на это время. Хотим в очередной раз выразить благодарность тем людям, которые были до нас, потому что нам не пришлось ни колоть, ни рубить, ни пилить в основном дров. Мы просто пришли и сразу же затопили баню. Поэтому мы займемся сейчас тем же добрым делом, оставим после себя большое количество дров. Только их нужно сначала наколоть, а здесь очень
Твердая порода. Это что, Коль, дуб? Клен Клен? астролистный. Клен очень тяжело раскалывается. Вот такой небольшой колун, и он берет его с трудом. По традиции запишемся в журнал посещений. Теперь он новый, такой красивый. В прошлый раз мы в старый записывались. Теперь сюда запишемся. Какой сегодня? 30 мая. Пришло время выдвигаться домой. Все сумки мы уже собрали, мусор весь мы, естественно, за собой уберем. Давайте, наверное, подведем какие-то итоги этого нашего сегодняшнего путешествия. Что мы сделали полезного, что внесли своего в этот поход. Ну, во-первых, нас, я думаю, всех очень радует новый стол на улице возле землянки. Получился он очень даже ладным. Андрей опустил лежак ниже, который находился в достаточно высоком уровне. Из-за этого сейчас на нем летом будет жарко спать. А также он бензопилой подпилил здесь полы, чтобы дверь вот эта входная лучше закрывалась. Потому что раньше все время приходилось приподнимать дверь за ручку, чтобы зайти внутрь. Теперь таких проблем уже не возникает. Ну а также мы заготовили после себя дров в баню достаточно, заготовили дров в саму землянку. Также хотим выразить особую благодарность хозяину этого места, Дмитрию, походному оптимисту. Благодаря нему туристы такие же, как и мы, единомышленники, нашли себе вот такой небольшой приют. Берегите природу, берегите лес. Всем пока-пока.